Приветствую! Анализ, обзор, прогноз криптовалют. Основная часть альткоинов у нас находится в красной зоне. Биткоин также показал небольшое падение, но за последние 24 часа оно составило всего лишь 0,9%. Позиции лонгов и шортов также остались без изменений. Небольшие колебания плюс-минус 3%, но стоит отметить, что недавно набранные шорты в больших количествах, совсем недавно было плюс 250%, вот эти шорты как раз таки у нас еще не закрыты. По эфириуму шортов у нас не прибавляется, но зато лонги показывают у нас минус 50%. Их просто массово закрывают. В топе монет по объему торгов за последние сутки у нас произошли изменения. Это Dogecoin ворвался в топ-5 и находится сразу же вслед за эфириум Classic. Почему так произошло? Конечно же, не без помощи Илона Маска. Индекс страха и жадности у нас без изменений по-прежнему находится в экстремальной зоне. На сегодня это цифра 20, такая же, как и вчера. Индекс альсезона продолжает падать, и на сегодня это уже 49. Мы прошли экватор и находимся уже ниже середины данного показателя, направляясь прямиком к сезону биткоина. Данная статистика показывает нам, как биткоин изменяется в течение недели и в течение суток. Что примечательно, у нас в пятницу изменений практически никаких нет. А так за последний год среднее значение это рост, но пятница у нас самый негативный день для биткоина. За последние сутки ликвидировано более 63 тысяч трейдеров на общую сумму 225 миллионов долларов. Почти 64% из них это лонгисты. Grayscale у нас уже третий день ничего не покупает, только продает. Примечательно, что монету LPT они вообще проигнорировали, не купили и не продали по нулям. Топ социальной активности за последние часы выглядит данным образом. Естественно, в него вошел и Dogecoin. Сентимент в Твиттере по биткоину остается по-прежнему бычьим. Даже на падении цены данный показатель продолжает расти. Пользователям Твиттера не важно, похоже, падает ли цена, растет, они все равно продолжают по-прежнему верить, что биткоин все отыграет и обновит хаи. Резервы биткоина на всех биржах продолжают снижаться, и сегодня мы снова обновили лои, находимся примерно на майских уровнях. Резервы практически такие же, как и при цене в 50 тысяч долларов. Эфириум же летит вниз намного смелее, просто безоткатно уже несколько дней подряд обновляем исторические лои. Стейблкоины застряли на вершине, но они не торопятся снижаться, пока резервы стейблкоина всех бирж находятся в небольшом флете. Приток на бирже биткоина продолжает увеличиваться, уже третий день подряд показатель идет вверх. Однако же, если смотреть по истории, приток все еще остается в пределах средних значений и не является каким-то большим. Объем покупок и продаж также у нас увеличился в сравнении с прошлым днем и также находится на уровне средних значений, никаких аномалий здесь не происходит. Хэшрейт радует, что он после вчерашнего небольшого падения снова направился наверх. Судя по статистике, рост хэшрейта биткоина всегда совпадает с ростом цены биткоина. Из последних добавленных новостей по монетам можно отметить листинг монет Chiliz, Origin, Perp и Axie. Данные монеты будут залистены на бирже Kraken и начнут торговаться с 13 июля. Также на сегодня запланирован листинг на бирже KuCoin монеты NIR. Илон Маск снова нас радует своими записями в Твиттере, и на этот раз он прошелся по биткоину и эфириуму. Это он сделал в ответ на твит, в котором напомнили, что скоро выйдет обновление Dogecoin. Это позволит Доги стать одной из самых популярных валют в мире. На что Илон Маск ответил: биткоин и эфириум используют многоуровневую систему транзакций, но скорость транзакций базового уровня низкая, а стоимость транзакции высока. У Доги есть заслуга в том, что он максимизирует скорость транзакций базового уровня и минимизирует транзакционные издержки. При этом биржа де-факто действует как вторичный уровень. Такие слова Илона Маска не заставили себя ждать, и на Dogecoin сразу же выросли объемы, и цена показала рост в более чем 16%. Из других интересных новостей, это Великобритания усилит надзор за рекламой криптовалют. Мы считаем это абсолютно важным и приоритетным направлением для нас. Там, где мы действительно найдем проблемы, мы будем решать их быстро и жестко. Это заявил глава по рассмотрению жалоб и расследований Майкл Локвуд. Они собираются бороться с рекламой, в котором фигурируют криптовалюты и где якобы вводят в заблуждение людей. Очевидно, это спланированная кампания, совместно начатая с правительством и банками. Только на этой неделе они выкинули запрет Binance, чтобы тот не обслуживал граждан Британии. Банки отказываются заниматься переводами на данную биржу, а теперь и прикрывают рекламу. Все это напоминает действия Китая. Похоже, Великобритания вслед за Китаем планирует в скором будущем вводить свою криптовалюту
CBDC. Центробанк Таиланда предупредил о связанных с биткоин-платежами рисках. Банк напомнил, что криптовалюты не являются законным платежным средством на территории страны и предупредил о введении регуляторных мер в случае их массового распространения. В данный момент крипту якобы можно использовать как бартерную торговлю, но в этом и кроется как раз-таки опасность таких платежей. В Центробанке также напомнили, что они не поддерживают использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Естественно, это как и в Китае, как и в Британии, связано с тем, что Таиланд планирует вводить свою крипту CBDC и уже планирует запустить тестирование данной валюты. Устраняют, так сказать, конкурентов. Большинство жителей Сальвадора не готовы использовать биткоин. Провели якобы опрос жителей Сальвадора, и только 20% из них одобрили инициативу президента о признании биткоина платежным средством. 46% вообще ничего не знают о биткоине, а 65% знают, но не готовы ее использовать для оплаты. 54% усомнились в правильности легализации биткоина. 24% назвали идею частично верной. Вчера была новость о том, что в Аргентине хотят выдавать зарплату в криптовалюте, и в данном опросе в сальвадорцев также задавали этот вопрос, и только 16% граждан этой страны согласились получать зарплату в крипте. Технология новая, и я думаю, это нормально, когда жители пока просто не понимают всех плюсов использования крипты. Со временем они их увидят, и я думаю, их мнение будет совершенно другое. Еще один банк Англии, на этот раз Santander, заблокирует клиентам из Великобритании платежи на Binance. Хотим уведомить, что с 8 июля 2021 года мы будем по мере возможности блокировать отправку средств на Binance со счетов в банке Santander. То же самое делали и в банке Barclays, и я думаю, это не последний банк Британии, который присоединится к данной инициативе и будут блокировать переводы на Binance. Интересная новость о том, что электростанции могут зарабатывать на майнинге втрое больше, чем продажи этой электроэнергии. Этими расчетами поделилась небольшая гидроэлектростанция в штате Нью-Йорк. Добывать биткоины с помощью вырабатываемой энергии оказалось втрое выгоднее, чем ее продавать. В принципе, они этим уже и занимаются, и поэтому заявляют это сознанием дела. При этом они не особо верят в долгосрочный потенциал биткоина, и поэтому от всех добытых биткоинов компания сразу же избавляется. Я думаю, если выгода от майнинга будет и дальше превосходить стоимость продажи электроэнергии, то за этой электростанцией последуют и многие другие. И это вызовет удорожание тарифов электроэнергии, что естественно увеличит себестоимость майнинга и увеличит прибыль электростанции от продажи электроэнергии. Но все эти расходы лягут на плечи потребителей. Кто-то майнит биткоины вместо того, чтобы продавать электроэнергию, а вот в Южной Корее студенты начали зарабатывать цифровую валюту за поход в туалет. Национальный институт науки и технологий Ульсана использует фекалии для получения электроэнергии. За каждое посещение туалета студентам платят цифровую валюту Джигул. Профессор Чо Джен Веон разработал экологически чистый туалет. Он соединен с лабораторией, которая использует экскременты для производства биогаза. От него питаются устройства в здании, в том числе газовая плита и бойлер. И данную монету можно потратить только для оплаты в магазинах на территории кампуса этого университета. Интересная технология, интересный способ майнинга. Давайте посмотрим, что у нас на графиках изменилось за последние сутки. Как всегда, начинаем с биткоина. Вчера набросали разметку для, так сказать, бычьего варианта, и пока по ней все идет нормально. Мы пришли в расчетную зону, и дальше пока движение у нас не продолжается. Оно вполне может продолжиться, потому что данный сценарий отменится только тогда, когда мы пробьем вот здесь вот лой начала вот этого импульса. Примерно на уровне в 30 тысяч долларов, даже пониже, 29 700. И только после срабатывания здесь стопов данный вариант отменится. Пока он по-прежнему актуален, и прогноз по биткоину у нас после завершения этой коррекции движение наверх, далее в волне B. Что у нас изменилось по эфириуму? Мы по-прежнему находимся в восходящем канале, дошли до нижней грани и пока здесь остановились. Данное движение еще раз подтвердило, так сказать, наличие здесь этого канала. Мы точно ударились в эту линию и пока продолжаем находиться в восходящем тренде. По эфириуму также прогноз актуален. Дальнейшее движение наверх в рамках волны B. По Риплу пока не все так хорошо. Вчера мы рассматривали эту монету, и на ней не было каких-то явных признаков на рост. И здесь по-прежнему нисходящий канал актуален, и разворота здесь не видно. Здесь пока также никаких покупок и входов в лонг нет. Доминация биткоина у нас все-таки хочет разворачиваться. Мы не просто отскочили, а даже пробили скользяшку и сейчас закрепляемся над ней. Вполне возможно, это будет являться разворотом с дальнейшим увеличением доминации биткоина. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!